Всем привет, друзья! С вами я, Ксения Назарова, и я рада приветствовать вас на своем творческом канале «Красота в деталях». И сегодня в своем видеоуроке мы поговорим о такой немаловажной детали женского гардероба, как бант, что очень приобретает особую важность именно для карнавального костюма. Кто помнит, в советском мультике была Мальвина, и ее шевелюру голубую венчал прекрасный бант. Вот именно такой бант я сегодня и хочу сделать в своем видеоуроке. Он большой, выразительный, но от этого не менее прекрасный. Сделала два цветовых варианта с прекрасными серединками, и бантики мои, не бантики, а банты, сделаны на заколке автомат. И предназначен для того, чтобы украсить сзади хвост или на макушке собрать волосы и заколоть такой бант, потому что это крупный бант, сделанный из больших широких лент, атласных и лент парчи, шириной 5 сантиметров. Вот в двух таких вариантах я сегодня сделала свои две заколочки. На модели вы увидите, как прекрасно они могут смотреться и как хорошо они могут дополнить, например, образ куклы какой-то сказочной или любой другой волшебной новогодней сказочной принцессы. Какой бантик вам понравился больше? Серебристо-розовый или бледно-нежно-розовый? Пишите об этом в своих комментариях. Задавайте вопросы, делитесь своими идеями, подписывайтесь на мой канал. Буду рада всем новым знакомым. И давайте начнем наш видеоурок. Итак, друзья, чтобы сделать вот такой прекрасный бантик, сегодня нам понадобятся ленты шириной 5 сантиметров. В этом бантике я использовала два вида лент. Это атласная лента 5 сантиметров и металлизированная лента розовая тоже 5 сантиметров. И теперь хочу сделать такой же бантик, но из лент другого цвета. Для того, чтобы такой бантик сделать, нам нужно сшить нижний бант и верхний сделать. Для работы нам сегодня понадобится красивая серединка, термоклей, заколка автомат. У меня длина моей заколочки 7,5 сантиметров. Также нам понадобится, в моем бантике будет три вида лент. Вот такая белая атласная лента, естественно, шириной 5 сантиметров, металлизированная парчевая лента 5 сантиметров и также вот такого сочного цвета, красно-розового, тоже такая лента для внутреннего бантика. Итак, нижний бантик у нас будет состоять из двух видов ленточек, соединенных между собой, длиной 48,5 сантиметров. При помощи огня зажигалки и пинцета я сплавлю эти две ленточки. Первый бантик, два отрезка, 48,5 сантиметров у нас готов. Я сплавила между собой две ленты. И для нижнего бантика тоже взяла отрезок 45,5 сантиметров. Сплавила также красную ленту и ленту парчу. И пока отложим. Будем работать с первым бантиком. Для того, чтобы
его изготовить, нам понадобится иголочка с ниткой и также английские булавочки. С каждого края мы отмерим сейчас по 8,5 сантиметров и поставим иголочку. Также нам нужно будет найти и отметить серединку нашего отрезка. Готово. Далее нужно самому для себя понять, какой стороной будет у вас правая сторона на бантике, или это будет металлическая сторона, или просто чисто белая. Но мне хочется, чтобы мой бантик был со стороны парчи, чтобы он был серебряный. Теперь мы совмещаем две наших иголочки. Делаем так крест-накрест, совмещаем их и должны прошить наш бантик по серединке. Вот таким вот образом. Можно поставить себе еще одну иголочку. Чтобы не сбиться с курса, так сказать. Пришиваем бантик, убираем лишние иголочки и стягиваем серединку. Стягиваем серединку, закрепляем иголочку. Нижний бантик для нашей принцессы готов. Займемся верхним бантиком. Верхний бантик тоже будем сшивать. А перед тем, как я буду шить второй бантик, я покажу, как я креплю вот такие серединки. Для того, чтобы лучше она держалась, я делаю небольшую такую основу из фетра, на которую прикрепляю такую серединку при помощи клея Момент Кристалл. И даю время подсохнуть, чтобы потом быстро посадить с фетром вот эту подложку на термоклей.
пока мы будем делать верхний бантик, наша заготовочка подсохнет. Для того, чтобы сшить верхний бантик, я совместила тоже 2 ленточки и нашла серединку. Поставила иголочку. Теперь поступлю следующим образом. Я держу красной стороной к себе, розовой. И теперь поступлю вот таким вот образом. Здесь мне нужно подогнуть ленточку так, чтобы здесь был треугольник. А треугольник у нас заходит немножко на серединку одним краешком. Вот таким образом. Можем закрепить подогнутую в таком виде ленту. И то же самое сделаем со второй частью. Симметрично делаем второй треугольничек, подогнули. Друг на дружку у нас заходят 2 этих треугольника и остаются свободные вот эти части бантика. Закрепим иголочками. Дальше готовые оставшиеся части бантика свободные мы совмещаем друг с дружкой и подводим к серединке. Они друг на дружку внахлёст немного находятся, где-то на полсантиметра. И закрепим иголочками. Далее таким вот образом нам нужно прошить сложенный бантик посерединке. Вот таким вот образом. Убираем лишние иголочки и стягиваем прошитый бантик. Крепим верхний бантик к нижнему банту. Нашу заколочку прикрепим к изнанке бантика. Для этого вытащу временно внутреннюю вот эту вилочку, чтобы удобнее было клеить заколку.
того, чтобы сформировать серединку бантика, воспользуюсь атласной лентой шириной 12 миллиметров. Обязательно обработаю краешек огнем зажигалки и зафиксирую один край с изнаночной стороны на заколочку. Теперь обовью бантик в несколько оборотов, чтобы сформировать серединку. Лишнюю ленточку отрежем, обработаем огнем зажигалки и подклеим на термоклей. Теперь вилочку от заколки можно поместить обратно. Расправим бантик и займемся декором. У меня вот есть такая красивая металлизированная тесьма. Хочу подклеить части бантика, чтобы у меня были такие резные краешки у лапок бантика. Таким вот образом.
наша серединка подсохла, и теперь осталось украсить ею наш бантик. Ну вот, друзья, вот такие вот нарядные новогодние торжественные банты для наших маленьких принцесс у нас получились. Бант крупный, можно сзади на затылке его прикалывать к хвостику, очень классно будет дополнять какое-то бальное новогоднее платье пышное. Бантик крупный, по длине своей примерно он 15 сантиметров в длину. Если вам понравился мой видеоурок, ставьте, пожалуйста, лайк. Всем желаю приятного творчества и прощаюсь с вами до новых творческих встреч. Пока-пока.